Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет больше Димаша. На этом канале мы разбираем песни, которые вам нравится слушать, что именно заставляет вас любить те песни, которые вы любите. Это «Незабываемый день». Это та самая песня из печально известной D8, и я даже не знаю, что это означает. Это запись 2017 года, и, конечно же, с тех пор он стал лучше. Многие из вас, конечно, хотят, чтобы я делал более свежие выступления, но мы это тоже сделаем. Но сейчас давайте сразу начнем. И это все, конечно, вживую. Поехали. Perfect melody already off rip. Bir көргеннен ғашық болдым өзіңе еркелеген балдай тәтті сөзіңе қылығыңмен баурап алдың жанымды қарай бердім нұрға толы жүзіңе пай-пай Стопешенька, мне нужно разобраться с координацией. Тут много дыхания, трудно давать столько воздуха и при этом задействовать диафрагму. И звук может стать очень назальным. Нужно добавить воздух и удерживать его. Вам же не нужен просто воздух, верно? Тут очень много разных факторов, которые нужно учитывать. Он держит звук ярким, в маске, но с большим количеством воздуха для драматического эффекта. Мне это нравится. Это си бемоль минор? Давайте немного перемотаем назад, чтобы я ничего не упустил. Let me just identify by ear what. Давайте скажем, что это фа минор. Там много движений. Я не хочу слишком глубоко уходить в гармонию. Это дает мне понимание того, какие высокие ноты здесь возможны. Может быть высокий фа, ля бемоль. Обычно, когда я анализирую высокие ноты, я думаю именно так. Какая тональность тут является домом? Соль диез — это мой сегодняшний предел. Но он, конечно, может поменять тональность песни, да? Окей, все еще воздушно, но звук уже впереди. Он не перешел в другой регистр, но поднялся по уровню интенсивности. Также прогрессия напоминает что-то вроде Autumn Leaves. Последовательности 2, 5, 1 и смены тональностей, как бы вращаясь вокруг. Как отель Калифорния, допустим. Тут много разных аккордов, мне понадобится время, чтобы их разобрать, но это могу сделать. Но позже. Давайте перейдем к сути песни, к этому самому D8. Нужна виза или грин-карта в США? Ссылка на Visa Crooked ниже. Быстрее переходите по ссылке в описании, и вам сделают бесплатную оценку кейса. Кстати, это хорошая песня, мне нравится прогрессия. He's touching people. По-моему, он все еще в фа миноре.
That was the crowd. 항상 그게 나만은 О, оно приближается. Я хочу тут остановить и поговорить, потому что в моменте мало моментов без вокала. Послушайте эту басовую линию. Boo-doo-doo-doo-doo. Это не те ноты, но тот ритм. Da-da-da-da, and the vocals are da-da-da-da-da-da. Right, there's... Это постоянные восьмые ноты. Чувак, iPad — это просто безумие. Я чувствую смену тональности, и инструментал изменился. О, оно приближается, я чувствую. Стоп, я знаю, что в тональности фа минор нет ноты ре. И я не уверен, какой аккорд они используют здесь. Хотя, вероятно, есть аккорд, который можно применить в этой тональности. Но посмотрим. Я вот ничего не понимаю. Something's happening. Seni canım kıymayman kıymayman Seni kalay özgege Это высоко, но не настолько. Если я смог взять эту ноту, значит это не D8, это точно. Но это не отменяет того факта, что эта нота высокая, и я не смог бы спеть эту ноту так же красиво, как Димаш. Здесь что-то происходит. Думаю, это смена тональности. Я не буду сейчас слишком глубоко в это углубляться, но мне понравилось, что он не был абсолютно точным с самого начала. Он сделал смену тональности, заиграла музыка, затем он подстроился, что совершенно нормально и по-человечески. И это доказывает, что звук тут не подправлен, и это живой звук. Думаю, тут есть и другие дорожки, с которыми он поет. Не в смысле, что он подпевает или использует фонограмму, но, вероятно, это бэктреки. Я не вижу других музыкантов, поэтому это могут быть записанные дорожки, которые служат как ориентир. Давайте вернемся немного назад и послушаем. All right, here we go. Come on. Oh my god. Я знаю, вам не нравится, когда я останавливаю, но это единственный способ выразить свою мысль. Он переходит от этого звука This voice. в The... бельканто, к оперному голосу. Я так это называю. Возможно, немного невежественно, но послушайте разницу. Для меня это heavy metal 80-х. А потом... Очевидная разница. Это уже намного более опущенная гортань. Я также немного меняю форму рта. Сложно изолировать только один параметр голоса и показать его. Потому что, когда вы меняете одно, меняете и многое другое. Голос и пение — это многокомпонентный процесс. Именно это делает все еще более впечатляющим. Я в восторге, продолжаем! Ехали. А вы знали, что грин-карту можно получить не только через лотерею грин-карт? Если вы айтишник, предприниматель, инженер или другой крутой специалист, то можно подать петицию и получить грин-карту за пару месяцев. Рекомендую компанию Visa Crockett. И, конечно же, самый сок будет в конце. Back up. He does. Мне надо было это сделать. Так гладко.
Үлкен рахмет! Димаш. Что только что мы посмотрели? Он пел примерно в диапазоне ре 5 или 6 октавы, а затем внезапно перескочил на немыслимо высокий уровень, на октаву выше. Даже на вдохе я не могу взять такую ноту. Скорее всего, он взял эту ноту на выдохе, потому что иначе мы ничего не услышали. Я эту ноту не возьму, не. О чем тут вообще речь? Я не понимаю. Это свист в стиле Мэрайи Кэрри. Я бы, знаете, назвал это трюком. Я не хочу разочаровывать тех, кто ждал эту реакцию, потому что это не выглядит дешево. Это не один из тех легких трюков, знаете, как, например, когда Эдди Ван Хален в песне Eruption вот так тынг-тынг-тынг-тынг делает своими руками. На самом деле, люди думают, что это самая сложная часть, хотя на самом деле это самая легкая, чем все его остальные композиции. Здесь не так, тут не просто, это действительно сложно, как и звучит. Я даже не знаю, с чего начать. Нота еще и согнута. Скорее всего, это вот это. По-моему, это соль. При монтаже у меня слух намного лучше, поэтому я проверю. Я переслушал 8 раз эту ноту. Это реально D8. Ре 5 октавы получается, да? Я не понимаю, откуда люди взяли D8. Димаш. Потом он при монтаже понял, что это реально D8. Окей. Мои мысли. Окей, это очень круто и очень впечатляюще, но я выбрал бы это. Я бы выбрал вот это. Этот тон. Даже на более низких нотах получить хороший тембр очень сложно. Возможно, не так же сложно, как и в высоких, но это в большей степени зависит от техники и требует всей жизни практики. Спасибо всем, кто смотрит это и получает удовольствие от того, как я позорюсь, пытаясь взять эти ноты. Я уже давно фанат мужского вокала с высокими нотами, начиная от хэви-металла 80-х и не только. Такие исполнители, как Роб Хелфорд из Judas Priest и Джефф Тейт из Queensryche всегда были моими любимыми. Звонит его лучший друг Дилан, который является вокалистом. Я делал реакцию на Димаша, ты слышал о нем? Ты думаешь о Витасе? Димаш — это настоящий Витас. Судя по комментариям, Витас был жульником, использовал фонограмму и так далее. Да, я знаю, это меня тоже расстроило. Я даже пережил целую стадию разочарования. Но Димаш берет более высокие ноты, кстати говоря. Видимо, Витас не был настоящим. Кстати, Витас также злился, что Димаш сделал кавер на одну из его песен и пытался его как-то оштрафовать. Хотя я не уверен, возможно ли это вообще. Он делает странные вещи, да. Окей, мне пора, потому что тут мой сынулечка пытается на полку залезть. Ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до конца, в комментариях напишите 2 плюсика, я вам отвечу.